Девочки, всем привет, всем добрый день. Я хочу начать сегодня с вами вязать вот такого наимилейшего тигренка. Я буду для этого использовать бесплатный МК от Юли Имгрунт. Я вязала по нему льва. Он стоит на моем канале. Такой мохнатый, красивый лев. Вот. И так как мне заказали двух тигрят, я решила связать их и показать здесь еще раз, как это вяжется. Сильно много изменений нету в этой МК. Единственное, что я изменила, это посадила все абсолютно на суставы. У того льва руки, ноги ввязываются, а здесь я все сделала на суставах. Здесь абсолютно все крутится, вертится. Хвост я связала другой, потому что там просто кисточка, а здесь вяжется хвост. И полосочки я ввязала, да, вставочки эти сделала. И плюс еще сделала вот эту вот вставочку на живот. И получился такой замечательный тигренок. Из этой схемы по Юле можно вязать и льва, и тигра, и кошку можно вязать. И даже зайца можно вязать, девочки. Только не нужно делать вот эти вот коготки, а просто связать длинные уши. И с этой мордашкой, да, тоже идут зайцы. Просто оставляете другой носик помягче, да, розовый, такой бархатный. И вот вам зайка. Это такая, я бы сказала, нейтральная схема вот именно для тела. Она, в принципе, для любой игрушки подойдет. Любую игрушку можно из нее связать. Зайка, мне кажется, из нее будет очень красивый, полностью в белом цвете. И белые вот эти вот вставочки здесь. Или пусть даже серенький с белыми вставочками, да. Не обязательно здесь делать этот животик. Можно просто сделать такой пупик туда втянуть. Очень красивый. Хвостик сделать кругленький. Вот. Все абсолютно остается здесь. У зайцев тоже такая мордашка вяжется, только уши длинные. Где взять уши? У меня очень много зайцев на канале, там вы можете взять уши. Даже если вы свяжете уши от большого зайца, вот такие, чтобы они до такой степени длинные были, да, она тоже красиво. Я очень видела такие игрушки, прям этого зайца в свои же уши ложат, да, завязывают, не ложат, а кладут. Это для особенных, я повторяю. А то у меня здесь очень таких много людей, которые любят так отписаться, да, что касается моей речи. Так, извиняюсь, отошла от темы. Так вот, вот такие большие уши, если вы свяжете, то можно прям в эти уши ложить этого зайку, завязать красивой лентой, подарок офигенный просто. Вот, поэтому используйте эту схему для любых других игрушек. Сам он длиной, сейчас я вам скажу, сам он длиной, девочки, 30 сантиметров. 31 у меня здесь. Да. 30 сантиметров, короче. Вот. Это такая ручная, я бы сказала, игрушка. Она не сильно большая и не сильно маленькая. Вот. У меня, в принципе, этот зайка в юбке, который стоит на канале, по размеру почти такой же. Поэтому вы можете у этого зайца взять уши, связать, и вот вам зайка. Только там нету вот этой мордашки. А если вы свяжете по этой схеме, то вы можете запросто и мордашку такую вязать. Вот если честно, сейчас я прям заразилась. Прям вот реально заразилась. Связать еще такого зайца. Хотелось бы, но это нужно время, да, это нужно мне еще одного зайца связать и в конце этого видео потом показать, какой еще зайка может быть из этой схемы красивый. Ну, посмотрим, может быть, у меня еще получится чисто для себя связать такого зайца. Вот. Я хотела, чтобы у меня на двух видео эти игрушки отличались, поэтому я буду вязать тигры из другого цвета. Для этого буду использовать тоже пряжу Himalaya Dolphin Baby. Ну, вот такого цвета, девочки. 342. Я не знаю, есть же тигры тоже белого цвета, но они не конкретно белые, они такие кремовые, бежевые. Поэтому я буду из нее вязать. Нам надо будет 342, потом обыкновенный черный. И нужно будет, конечно же, белый цвет. И крючок номер 5. Так, куда я его положила? Ну, короче, вы поняли, да? Да, вот он. Крючок номер 5 и вату. И каждый раз, я не всегда говорю, там, заполняйте ножки ватой. Вы прекрасно понимаете, что без ваты это будут не ноги, поэтому в течение работы всегда заполняем ноги ватой. И единственное, что я вот в этом месте, где их креплю к телу, тогда я немножечко поменьше ваты заполняю, чтобы он как-то прилегало больше, да, а не торчало. Вот, ну, что еще? Единственное, что я еще здесь сделала, это ушки другие я связала.
ушки выглядят здесь вот так. Они здесь связаны полукругом. Хочу сказать, у меня на канале стоит уже один тигр. Он не маленького роста, где-то 40 сантиметров, тоже из этой же пряжи. И там уши связаны у него круглые. И они как у обезьянки смотрятся, да. Вот. Вы, конечно, можете вязать того же тигра, но связать ушки уже полукругом и пришить. Тогда он будет прям вот обалденный тигр. А то, когда я его выставила, было очень много таких умных комментариев от разных женщин, которые сказали, что это не тигр, а обезьяна. Ну, в таком, знаете, еще тоне, вот, в самоуверенном. Поэтому это именно экстра сейчас для вас. Если вам те уши не нравятся, вы можете вот эти уши связать. Вот, к тому тигру. Так что еще, ну все вроде бы, девочки. Приступим. Я очень рада быть с вами опять здесь. И я надеюсь, я смогу сегодня расслабиться, потому что для меня вязание это расслабон. Это расслабон, это когда отключаются мысли. Это когда ты наслаждаешься этим крючком и этой пряжей. Я обожаю вязать этой пряжей, потому что она реально расслабляет. Как наркотик. Но я давно не вязала, очень давно. Мне сейчас много работы. Лето, у всех работа, да, сейчас, наверное, вы мало вяжете. Я вижу это по просмотрам, конечно же. Потому что сейчас лето, огороды и все такое. Здесь в Германии тоже все в огородах. Или все куда-то уезжают. Поэтому как-то у меня очень сильно этого желания вязать, что-то крутить нету. Потому что я, ну, реально очень много сейчас делаю помимо этого. Так как тоже и дом, и огород, и, конечно, мы картошку не садим, как вы, да. Но здесь совсем по-другому все в Германии. Вот, ладно, не отходим от темы. Давайте будем вязать. Короче, сперва уши. Для этого берем пряжу и набираем. Что, разучилась уже даже пряжу держать. Набираем 6 столбиков в колечко. 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем. Ну, затягиваем, пожалуйста. Не хочет затягиваться. Ну, пожалуйста. Видишь, не хочет по-хорошему. Ладно, делаем по-другому тогда. Если так у вас не идет, то мы делаем вот таким методом. Делаем 2 воздушные петли. Обычно у меня никогда проблем с этим нету, но это что-то бастует. 1, 2. Теперь в эту петлю первую мы вяжем первый столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот, провязали. Теперь мы поворачиваем эту работу без воздушных петель всяких, да. Вот некоторые делают, я их не делаю. Поворачиваем работу. И вот в эту прям же первую петлю, вот в эту, туда под низ вводим крючок. И делаем одну прибавку. 1 и второй столбик. И теперь вот делаем 6 прибавок. Вторая прибавка. Третья. Четвертая. Пятая. И 6. Вот. Теперь я эту нить обрываю. Потом мы их все будем обрезать и вводить в само ушко. Да, это я вам потом в самом конце покажу. Я здесь эти уши не провязываю вместе, потому что он опять увеличивается, и уже полукруга не будет. Я эти ниточки вот так обрезаю, засовываю туда в ухо, потом беру обыкновенную нитку и пришиваю это все, чтобы было плотно, чтобы оттуда ничего не вылазило. И потом этой же ниткой, которую я пришила, буду пришивать к голове.
я это тоже покажу. На немецком видео я это показывала, но здесь я тоже покажу. Но уже в самом конце, когда мы эти уши будем пришивать, тогда я все это покажу. Сейчас я хочу прям вникнуть в вязание и не брать иголку, потому что я не люблю вышивать или шить, поэтому не буду отвлекаться от крючка. Итак, таких мы вяжем 4 детали, да? 4 детали. Когда мы их провяжем, вот у нас 2 лицевые стороны. Одна лицевая сторона, и вот это тоже лицевая. И мы их вот так вот ложим, чтобы с двух сторон была лицевая сторона. Берем черную нить. Некоторые вяжут одну сторону розовой, тоже можете. Или одну сторону там белой. Но я пробовала, мне не понравилось, поэтому я решила сделать именно ушки такого цвета, как вот сам тигр. И вводим крючок в первую петлю сюда и сюда. И теперь мы обвязываем. Точно разучилась. Девочки, я, наверное, последний раз я вязала вот этого тигра на немецком. Потом больше я пока не вязала. Так, сделали одну петельку вместе с воздушной петлей. Теперь эту нить мы ложим на работу и провязываем ее вместе с вязкой, да, чтобы она у нас не висела, не мешала, не торчала. Вот. Провязываем насквозь. Петельки здесь очень важно вытягивать одинаково, чтобы не было так, что одна петля торчит, другая затянута. Теперь можно положить вон туда внутрь и обвязываем далее. Вот одно ушко у нас готово. Так. И в последние петельки еще тоже можно просунуть, если мне получится здесь. Так. Потом все эти хвосты мы с вами пообрезаем, засунем туда и пришьем. Вот так получается. Это получается лицевая сторона, которая пришивается именно вот лицом к лицу, да, вперед, смотрит на нас. А это задняя сторона. Ну, вот так получается. Такие ушки. Так, теперь мы будем вязать с вами ножки. Вот, это ножки. И, как я вам уже сказала, 2,5 здесь будет сустав. Для этого мы сперва берем белую пряжу и вяжем подушечку ножки. Кольцо амигуруми и 6 столбиков. Попробую здесь, может, здесь затянется. 3. Надо просто свободно эти петельки набирать, тогда она затянется. 4, 5, 6. Затягиваем. Ну. Теперь будем делать прибавки. Сперва мы прибавляем каждый столбик. Сейчас мы делаем 6 прибавок. 2, 3, 4, 5, 6. Ставьте себе маркер, я пока еще подожду с маркером, я еще один ряд провяжу. Следующий ряд мы вяжем 1 столбик, 1 прибавка. И так 6 раз. Это значит весь ряд. Столбик, прибавка, столбик, прибавка. Столбик, прибавка, все. Вот теперь я для себя поставлю маркер. У меня сейчас 18 столбиков. Мы провязываем, девочки, еще так 2 ряда. Один ряд мы провязываем 2 столбика прибавка и так 6 раз. И один ряд мы провязываем 3 столбика прибавка и так 6 раз. Вот.
провязываем это, а потом мы будем делать смену нити на черный и провязываем 4 ряда без изменений. Нет, не на черный, девочки, господи, почему на черный? На бежевый. Я оговорилась. Да, повторяю еще раз. Мы сейчас провязываем с вами 2 столбика прибавка и так 6 раз. Потом провязываем 3 столбика прибавка и так 6 раз. Потом мы делаем смену нити. Мы меняем нить на 342 и вяжем 4 ряда без изменений. Вот. Я когда сейчас прибавки сделаю, эти 2 ряда до 30 столбиков, я вам покажу, как я это сделаю. Вот, девочки, я провязала эти прибавки. У меня сейчас 30 столбиков. Последнее, что я провязала, это 3 столбика и 1 прибавка. Вот эту вот прибавку мы ее распустим не до конца. Вот так. И сейчас я просто введу серую нить. Или вот эту бежевую. Протягиваем ее здесь. И вяжем теперь с вами 4 ряда без изменений 30 столбиков. Просто провязываем без разных прибавок или убавок. Эту нить я сложу наверх и провязываю ее пару петелек вместе. Вот. Офигенное чувство вязать этой пряжей. Я аж кайфую. Ну, не каждому это понять. Так, короче, вяжем, да? Вяжем вот так вот 4 ряда. Итак, провязала я эти 4 ряда, и теперь мы будем вязать 2 ряда с убавками. Для этого мы провязываем сперва 9 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И теперь мы делаем 6 убавок. 2 петельки вместе, но я их провязываю за передние полупетли. 2, 3, 4, 5, 6. И до конца ряда остается еще 9 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, теперь мы еще один ряд провязываем с вами. Точно так же, только вяжем 6 столбиков, 6 убавок, 6 столбиков. У нас будет с вами 18 столбиков. И потом провязываем 2 ряда без изменений 18 столбиков. Вот я, девочки, провязала эти 2 ряда, заполнила ножку. Теперь мы будем здесь сейчас вставлять черную нить. Для этого я всегда вот эту последнюю петлю не до конца распускаю и ввожу сюда черную нить. И вяжем сейчас прям сразу же один ряд уже с убавками черной ниткой. Для этого пропускаем ее сперва здесь. Эту нить мы ложим сюда назад, да, вот сюда. Эту нитку мы ввязываем. Так, сейчас чуть-чуть затяну. Черную нитку мы сейчас ввязываем. И вяжем сразу же первую убавку здесь. За передние полупетельки. Это вот убавка. И эту ниточку мы провязываем вместе с этой убавкой. Вот, сделали убавку, и теперь вяжем 7 столбиков. Раз, 2, 3. Это можно уже внутрь спрятать. 4, 5, 6, 7. Теперь мы делаем одну убавку здесь впереди. И вяжем с вами 7 столбиков до конца ряда. Раз, 2, 3, 4, 5,
6 и 7 мы столбик провязываем не до конца, вот так. Теперь эту нить я не отрываю, оставляю ее, беру эту, чуть-чуть затягиваю и вытягиваем ее здесь. Черную можно слегка затянуть. Вот, если вы можете сделать другой переход нити, чтобы вообще видно не было, с удовольствием, девочки. Вяжем так, как вам удобно. Далее, следующий ряд у нас сейчас идет, вяжем сейчас, девочки, 2 ряда без изменения 16 столбиков вот этой вот пряжи. У нас будет 3 ряда. От черной до черной мы должны провязывать всегда 3 ряда. Так я делала в этом тигренке. Сейчас мы вяжем 2 ряда без изменения 16 столбиков. Вот я провязала эти 2 ряда, и теперь мы вяжем следующий ряд с убавками. Делаем сейчас одну убавку. Потом провязываем с вами 6 столбиков. 3, 4, 5, 6. Теперь делаем здесь одну убавку. И до конца ряда провязываем еще 6 столбиков. 2, 3, 4, 5. И вот этот 6-й столбик не до конца провязываем. Здесь мы сейчас будем опять делать смену нити на черную. Эту ложим назад, а эту здесь, ну, это я так делаю. Просто протягиваю и все. Следующий ряд мы вяжем с вами. Девочки, все, здесь остается сейчас, знаете, как один ряд черный, да? Потом делаем смену нити и провязываем 2 ряда еще бежевые. Вот, и один ряд будет с убавками. Провязываем сейчас один ряд черный и потом 2 ряда бежевый. Девочки, хотела вам еще показать. Вот я провязала этот ряд и нитку отрываем. Она нам уже больше будет не нужна. Мы ее отрываем, делаем смену нити. Потом эту нить мы ложим и провязываем вместе с ней еще один ряд без изменения бежевой пряжи. Вот, когда мы этот ряд провяжем, потом мы вставим сустав и сделаем убавки. Провязываем пока... нам надо 2 ряда, девочки, провязать. Я совсем забыла. Вот один ряд и еще один ряд. А потом будем делать убавки. Окей? Провязываем до конца и еще один ряд. Вот эти 2 ряда провязаны. Теперь мы вставляем суставчик. Вот такой у меня есть суставчик. Вообще у суставов у них ножка немножко длиннее. Это у меня 2,5, а вот это вот 2. Вот посмотрите разницу, видите, да? Вот это 2, это 2,5. Это я как-то один раз купила, и как будто бы они вот бракованные были. Вот они для плюшевой пряжи, в принципе, негодны, потому что ножки коротенькие. Представляете, вы эту должны насквозь проколоть и еще другую пряжу, да, вот которая тело, и соединить это две. Я сейчас пробовала это соединять в том тигренке, и у меня получилось, поэтому, так как у меня их много и мне их нужно использовать, я решила их здесь применять. Но на самом деле ножка должна быть намного длиннее. Я не знаю, как я так лопухнулась, заказала, короче. Ну, они все равно идут, но уже ноги будут двигаться, но плотно они будут сидеть, да? Вот, вот так он выглядит. Еще мне нужно будет насквозь проколоть, и еще надо будет зацепить. Посмотрим, как у меня здесь получится. Но это все равно короткое. Итак, на одной ноге я так прицепила, на другой ноге, значит, вот тут и должно быть. Буквально у меня над черной полосочкой. Вставляю этот суставчик. Заполняем, конечно, тоже ватой. Но самое главное, чтобы она потом все одинаково было. Так, и теперь делаем убавки. Я здесь потом уже вот у меня чуть-чуть, да, ватой заполнила. Остальную часть я ватой больше не заполняла. Сейчас я делала просто убавки. Я каждые 2 петельки провязывала вместе. И все. Следующий ряд также
Если у меня там маленькая дырочка оставалась, то просто мы ее потом затягиваем иголкой и все. Вот здесь берем эту петлю и затягиваем. И вот с этим вот рядом убавок у нас получается третий ряд. Я заметила, но потом как-то все, по-моему, совпадает с телом. Убавки на теле и убавки на ноге, они как... Не убавки, господи, да что такое у меня сегодня? Полосочки черные на теле, полоски на ноге. Они потом как-то все симметрично идут. Я с этим даже как-то не подсчитывала, просто когда прицепила ноги, смотрю, вау, как-то все с телом получилось классно. Вот эту вот дырочку мы затягиваем цыганской иголкой, девочки. У нас сегодня в Германии, сегодня какое число? 19. 19 сегодня. Вчера жара была 28 градусов, а сегодня резко дождь и прохладно. Вы представляете, такие перепады? Они так на меня действуют конкретно, что я сегодня целый день как будто бы сплю. Такое состояние прям сонно у меня. Поэтому у меня и с речью могут быть проблемы. Так что вы... Да, господи, что вам, привыкать, что ли? Вы уже привыкли с моей речью. Так что те, которые со мной уже на протяжении 5 лет здесь вяжут, они уже знают, что я имею в виду. Так что я думаю, что вам это в минус играть не будет, да? Так, вяжем верхние лапки вот эти. Для этого мы берем, также начинаем, да, белой пряжи и вяжем подушечку. Стул у меня кряхтит под моим попецом. Так, 6 столбиков в кольцо амигуруми. 1, 2, 3. Ой, девочки, у нас чешется. 4, 5, 6. Затягиваем и делаем теперь 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, ставьте себе маркер, да? Следующий ряд мы провязываем. Так, сейчас нам посмотреть. Да, в следующий ряд мы провязываем 1 столбик, 1 прибавка и так 6 раз. И потом мы будем делать смену нити. Вот, мы сейчас провязываем 1 столбик, 1 прибавка 6 раз. Потом мы делаем смену нити на вот эту вот пряжу серую и вяжем 3 ряда без изменений. Окей? Вы уже видели, как я это делала. Нитку белую вы можете оторвать. Да? Провязываем 1 столбик, прибавка и так 6 раз. Делаем смену нити и вяжем 3 ряда бежевой пряжи. Вот я провязала. Теперь мы делаем 1 ряд с убавками. Мы провязываем 5 столбиков. 3, 4, 5. И теперь делаем 4 убавки. 1, 2, 3, 4. И до конца ряда 5 столбиков. 3, 4, 5. Теперь провязываем мы 2 ряда без изменений. Но мы 1 ряд провязываем вот с этой пряжи. И 1 ряд мы провязываем, добавляем черную. Да? Вот. Сейчас мы провязываем 1 ряд еще 14 столбиков этой пряжи. Потом делаем смену нити и провязываем 1 ряд черный. Вот я провязала 1 ряд с бежевой и 1 ряд с черной. Последнюю петлю черную провязываем не до конца, нить не отрываем. У нас надо будет такие 2 полосочки связать, или нам надо будет. Теперь мы эту вводим нить
И делаем сразу убавочки. Первое, мы делаем одну убавку. Потом мы провязываем с вами 5 столбиков. 2, 3, 4, 5. Теперь делаем опять одну убавочку и провязываем 5 столбиков. 2, 3, 4, 5. Заполняем ногу ватой, делаем форму ей, да? Сейчас посмотрю. Вот. Делаем форму и провязываем у нас сейчас с вами 12 столбиков. Провязываем еще 2 ряда без изменения бежевой ниткой 12 столбиков, 2 ряда. Вот эти, чтобы у нас все вместе было 3, да? Один провязали, еще 2 ряда. Вот я провязала эти 2 ряда. Теперь мы делаем здесь смену нити на черную и сразу же потом вяжем убавки. Мы вяжем сейчас с вами одну убавку, потом вяжем 4 столбика, 2, 3, 4. Теперь мы провязываем опять одну убавку и до конца ряда 4 столбика. 2, 3. И вот 4 мы провязываем не до конца, делаем здесь смену нити. Смену нити. И провязываем, девочки, 3 ряда без изменения этой бежевой пряжи. 3 ряда. Потом будем вставлять сустав и делать убавки. Провязываем 3 ряда бежевой пряжи. Так, я посмотрела видео, надеюсь, что сильно не фокусирует, потому что камера прыгает. Это очень больно для глаз, если честно. Я иногда просматриваю сейчас. Поэтому поставила камеру немножко выше. И надеюсь, она сейчас не прыгает, чтобы было удобно вязать. Итак, 1 ряд до конца и еще 2. Вот, девочки, я провязала эти ряды. Теперь мы вставляем этот сустав. У меня на одной ножке здесь, значит, на второй вот с этой стороны. Ставила я сустав во второй ряд бежевый, да? Вот, ну, как-то вот сюда, наверное. Заполнила ватой, но вот эта верхняя часть у меня тут уже ваты нету. И теперь просто убавляем, точно так же, как на ноге. Просто закрываем, я каждые 2 петельки провязываю вместе. И если там остается маленькая дырочка, то мы ее затягиваем. В принципе, я всегда 1 ряд только вот делаю, 6 убавок, да? Или сколько там убавок, я не знаю. Нет, не 6, это уже больше у меня петель. Или у меня 10, даже меньше, может быть, 10 столбиков у меня. Не получится здесь 6 убавок. Короче, я просто, не считая петельки, убавляю 1 ряд. Вот. И следующий ряд, вот что там останется, мы их просто стягиваем. Не убавляйте дальше, а просто стянуть, иначе у вас получится такая, знаете, пипка такая торчащая здесь, что будет некрасиво потом. Оставляю чуть длиннее. Не знаю, сколько я убавок сделала, 4 или сколько. Короче, вот такое место у меня осталось. Потом беру иголочкой и все это стягиваю просто. Вот. Чтобы вот эта верхняя часть сильно не была длинной, не торчала. Ну вот как-то так. Потом это место закрываем. Так вот получается. Надеюсь, я ровно ее вставила. Да, когда мы здесь закроем, они будут одинаковые. Здесь потом стежки такие можно сделать. Но я на одной руке покажу. Или лапки, да?
а остальные все потом сделаете сами. Я в основном всегда беру плотную белую нитку, и белая нитка сперва все стягивает той нитью, которая не рвется. Желательно белая, чтобы она сильно не выделялась, если у нас вот светлая, да. Потом, когда уже у меня форма вот этих когтей там получилась, да, то тогда я беру черную нитку и просто без натяжки накладываю ее, и все, чтобы видно было, что пальчики, да? Вот. Что будем вязать? Давайте свяжем хвост. Итак, давайте тогда начнем вязать хвостик. Я вам сейчас покажу, как он выглядит. Ой, я его вязала вот этому оранжевому тигренку вот так. Конечно же, потом я подумала, можно было, в принципе, кончик связать беленьким. Она была бы очень красиво, если так смотрите, здесь беленький бы кончик выглядывал. Она комбинирует все и с мордашкой, и с этим, да. Ну, что-то я сделала таким цветом. И, если честно, сейчас его вязать в бежевом тигренке я не вижу смысла белым, потому что оно все как будто вот в один цвет уже идет, да, поэтому я буду вязать таким же цветом, буду вязать точно такой же хвост. Здесь у меня 4 полосочки, после каждой полосочки у меня 3 ряда основного цвета. Прибавки я делаю только здесь, и потом ряд с убавками, и потом только чередуется, да. Мы сейчас вот эту часть свяжем, а потом здесь идет чередование до нужной вам длины. Он у меня 15 сантиметров. Итак, буду я вязать тогда бежевый, раз уже как там я вязала, так и тут свяжу. Для этого колечко амигуруми. Тяжело, когда у меня нитки здесь не на столе лежат, а на полу. Она перетягивает вес. Но если я на стол все положу, буду фокусировать на этот клубок. Да, это тоже. Так, делаем колечко амигуруми и вяжем 6 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем это все. И теперь мы с вами делаем один ряд с прибавками. 12 столбиков, чтобы у нас получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можно поставить здесь маркер, чтобы примерно ориентироваться. Вот, теперь мы вяжем 2 ряда без изменения 12 столбиков. Вот, я провязала. Теперь мы вяжем один ряд с убавками. Провязываем 2 столбика, убавка. И так 3 раза до конца ряда, да? 2 столбика, убавка. 1, 2, убавка. У нас сейчас 9 столбиков. Наполняем немножко ватой и провязываем 2 ряда без изменений 9 столбиков. Вот я провязала эти 2 ряда. Теперь я заполню кончик. И теперь мы здесь сделаем смену нити. Эту нить не обрываем, мы будем постоянно менять, да? Пока мы 4 полосочки не провяжем. Провязываем, у нас сейчас 9 столбиков, и вот провязываем просто один ряд без изменения. Когда мы этот ряд провяжем, девочки, да, делаем смену нити, провязываем 3 ряда этой пряжи. Потом делаем смену нити, 1 ряд черный. Потом опять делаем смену нити, 3 ряда этой пряжи. И так далее, без убавок. Нужную вам длину. Как я уже сказала, у меня 4 полосочки получилось. После 4-й полосочки я еще провязала 3 ряда вот этой пряжей, сложила вместе и провязала за обе стеночки. А потом мы будем вязывать. Окей? Вяжем тогда хвостик самостоятельно. Так, девочки, вот такой хвостик у меня получился. Я его сложила так, чтобы у меня вот этот переход нити был здесь сбоку. Да, тогда его ни с той стороны, ни с той стороны не видно, а сбоку он так сильно не выделяется.
Вот, вяжем дальше мордашку. Так, вяжем с вами мордочку. Для этого мы набираем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь мы со второй вяжем 7 столбиков до конца. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В последнюю петлю мы делаем 3 столбика. 2, 3. Поворачиваем работу, и на другой стороне мы вяжем 6 столбиков. Обратите внимание, не в эту дырочку идти, а вот здесь вот рядом петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в последнюю, вот в эту петлю, мы делаем одну прибавку. Так, у нас 18 столбиков. Далее мы в следующую петлю делаем здесь одну прибавку. Следующий ряд мы вяжем, да? Далее вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь мы делаем с вами 3 прибавки. 1, 2, 3. Вяжем теперь 6 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6. И делаем 2 прибавки. Одна прибавка. И здесь рядышком вторая прибавка. Так, у нас 24 столбика. Следующий ряд мы вяжем с вами 1 столбик, 1 прибавка. Теперь провязываем 6 столбиков. Далее провязываем 1 столбик, 1 прибавка, и так 3 раза. 1 раз, 2 и 3. Потом мы провязываем 6 столбиков. 3, 4, 5 и 6. И здесь у нас еще остается с вами 1 столбик, 1 прибавка, и так 2 раза. Вот, у нас с вами 30 столбиков. Мы сейчас провязываем еще один ряд без изменений, 30 столбиков, и на этом мордашка готова. Вот я провязала этот ряд. Вот так выглядит мордашка. Теперь делаем одну соединительную петлю. И нитку я эту обрываю. Я пришивать буду совсем другой нитью, такой стабильной, да, потому что это невыносимо пришивать. Вот эти петельки, которые здесь с краю, это воздушные петли, их можно немножечко вот с другой стороны вытянуть, если это возможно вообще. Вот так. Когда мы эту мордашку пришиваем, то мы обязательно ее наполняем немножко ватой. Я вам потом объясню. Носик вставляется вот здесь сверху. Не прямо здесь в середине, а выше, чем вот эта вот цепочка из воздушных петель. Да, я всегда выше ее сажу.
эту пипку. Все, тогда начинаем вязать дальше тело. Итак, вяжем тело. Для этого мы делаем колечко амигуруми и вяжем 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6. Затягиваем и делаем теперь прибавки до 42 петель. Это значит, первый ряд мы делаем 6 прибавок. В каждый столбик одну прибавку. 3, 4, 5 и 6. Вы можете поставить себе уже маркер, но я ставлю чуть позже, потому что он теряется здесь снизу. Или передвигайте. Следующий ряд мы вяжем 1 столбик, 1 прибавка и так 6 раз. Столбик, прибавка, столбик, прибавка, ну и так далее до конца ряда. Вот, теперь я поставлю здесь маркер. У меня сейчас 18 столбиков. Мы должны так прибавить до 42 петель. Это значит, следующий ряд у нас будет 2 столбика прибавка и так 6 раз. Потом 3 столбика прибавка и так 6 раз. Потом 4 столбика прибавка и так 6 раз. И еще один ряд 5 столбиков прибавка и так 6 раз. У нас будет 42 столбика. Потом мы должны провязать 3 ряда без изменений. Но в первом ряду мы ввязываем уже хвостик. Да, девочки? В первом ряду мы ввязываем хвостик. Давайте мы сперва сделаем эти все прибавки и провяжем один ряд без изменений. И когда у нас ряд будет заканчиваться, именно там прикладываем хвост и ввязываем его вместе с телом. Окей? Делаем. Смотрите, вот я прибавки сделала, у меня 42 столбика и провязала уже один ряд без изменения, но не довязала его до конца. Здесь у нас середина, да, здесь у нас маркер, вот тут спина будет, значит, вот здесь вот где-то вот в этом месте должен быть ввязан хвост. Вот, 2, 4, ну где-то здесь 5 петелек получается. Ну как-то вот так вот приложить. Я думаю, что я еще 2 петли просто провяжу. И теперь приложу этот хвост и провяжу его вместе с телом. Так, это вот у меня первая петля. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Я уже перехожу на второй ряд. Нам нужно провязать 3 ряда, да? Вот. Теперь я вяжу второй ряд без изменений, 42 столбика. Маркер у нас где он? Вот он. Я его просто наверх сюда перенесу. Вот здесь он у меня. Ну, как-то вот так. Вот, вяжем этот ряд до конца и еще один ряд. Итак, девочки, я провязала эти ряды. Теперь мы будем здесь вставлять черную нить. На немецком видео делала так, что я провязывала черную нить только вот половина тела, а спереди у меня потом шла вот эта белая вставочка. Но если так подумать, да,
для многих это будет очень тяжело эту нитку здесь внутри перекидывать. Ну, в принципе, не то, что тяжело, но это муторно просто, да. И я решила, в принципе, какая разница, можно полностью весь круг черный провязать, потому что все равно у нас эта белая вставочка закроет. Если же вы, например, хотите вязать тигренка без белой вставки, то, конечно, желательно вам тогда вязать просто вот не довязывая, а вот этот животик оставить без черной полосы. Но так как я буду эту белую вставку здесь пришивать, поэтому мне, в принципе, все равно, если я один ряд полностью черной ниткой провяжу. Это меньше здесь вот это вот суматохи, да, когда нитку нужно протягивать там, затягивать там. И, ну, если вы не знаете, про что я имею в виду, то посмотрите в немецком видео. Там, в принципе, не нужно ничего понимать. Вы просто увидите, как я эту черную нить перетягивала внутри в этом животике. Вот. Для тех, кто будет вязать тигренка без вставочки этой белой, то вам нужно будет до животика, да, до начала животика довязать. Это примерно 13 столбиков. Потом вы вяжете 14 столбиков этой пряжи и остальные столбики до конца черной. И эта нитка, она постоянно ложится вот так вот здесь в животике. Но это чересчур, мне кажется, муторно, поэтому мы провязываем один ряд и все. Потом мы сделаем эту белую вставочку и мы ее пришьем просто наверх. Вот. Это у нас получается 4-й ряд, а нам нужно все вместе провязать 5 рядов. Поэтому мы провязываем сейчас до конца этот ряд с черной нитью, а потом меняем на бежевый и провязываем один ряд без изменения, 42 столбика еще бежевой пряжи. Окей? Довязываем до конца, делаем здесь смену и провязываем еще один ряд вот этим цветом. Вот я вам покажу, я провязала до конца. Эту нить мы не обрываем, оставляем ее. Эту нить мы вытягиваем и вяжем еще один ряд. Если вы хотите, вы можете уже сейчас вставить ножки, да, на суставы. Но я советую вставить ножки после того, как мы сделаем убавочки на животике. Вот. Провязываем еще этот ряд до конца. Вот, провязали до конца, и теперь мы делаем один ряд с убавками. Мы провязываем 5 столбиков убавка и так 6 раз. Весь ряд. Провязываем 1 столбик, 2, 3, 4, 5 и делаем одну убавку. И так провязываем до конца ряда. 2, 3, 4, 5 и делаем одну убавку и так далее. Вот я, девочки, провязала. Теперь нам нужно провязать 2 ряда без изменений, 36 столбиков. Нам нужно сейчас провязать еще один ряд с бежевой, да, и один ряд с черной. Один ряд бежевый, меняем цвет, один ряд черный. Вот я провязала этот черный ряд, сделала здесь смену нити. Теперь мы сделаем один ряд с убавками. У нас будет здесь на животике 6 убавок, да. Вот мы провязываем с вами 12 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь делаем 6 убавок подряд. Раз, 2, 3, 4, 5 и 6. До конца ряда у нас остается еще 12 столбиков. Провязываем их до
конца ряда. Вот, провязала у нас сейчас 30 столбиков. Мы должны сейчас провязать 4 ряда без изменений. Вы можете сейчас уже вставить ножки, да, но... Или давайте вставим. Давайте вставим сперва ножки, а потом провяжем 4 ряда. Ставим сперва ноги. 4 ряда мы будем вязать так. Мы вяжем еще 2 ряда этой пряжи, да, чтобы у нас 3 ряда было. 2 ряда этой пряжей. 1 ряд черной и еще 1 ряд бежевой. Это вот эти вот 4 ряда, которые мы должны сейчас провязать без изменений. 2 ряда бежевой, 1 черный и 1 ряд бежевый. Но для этого давайте сперва вставим ноги. Так, вот смотрите, я эти верхние части закрыла, но мне не получилось закрыть этой ниткой. Нитка постоянно пушилась. Здесь видно узелок. Белой ниткой я затянула. Это все обыкновенной белой. На оранжевом у меня получилось, а здесь нет. Так, я вот думаю, вот животик. И его так ровненько положить. И вставляем ножки вот здесь. Я знаю, что у меня вот эта вот верхняя часть, она прям под полоской была. В том тигренке. Ну вот, наверное, во второй, я так думаю. Только так, чтобы он ровно лежал. Сейчас попробую просто введу. Еще эта ножка такая маленькая. Я переживаю, что мне придется сустав менять. Хотела использовать их, думала, получится, но что-то маловато. Короче, девочки, мы находим место правильное, да, вставляем их туда и зажимаем вот такими вот креплениями. Вот. Я попробую, мне нужно его на руки взять. Я так не смогу ровненько их поставить и затянуть. Вот. Крепим ножки. Так, девочки, нашла я наконец-то правильное место, там, где они должны крепиться. Я просто вот эту вот середину выделила и по бокам эти ножки приложила. Когда мы тело заполним ватой, оно уже совсем будет по-другому все выглядеть. Вот. Насквозь прокалываем этот сустав, да, вот сюда. Потом мы ложим шайбочку и ложим наверх вот такое крепление. И просто должно пару раз щелкнуть. Или хотя бы один раз. И потом для укрепления еще раз. Так. Хочу вам сказать, что когда я вязала эти ноги, я же вам показывала, да, какие я крепления брала. Мне пришлось их вытащить. Вот они. Мне пришлось их вытащить, и я их могу выкинуть. Деньги, можно сказать, выкинула на ветер. Вообще я не смогла закрепить ноги. Я ее проколола насквозь, да, она была здесь в ноге. Я полностью эту часть перевязывала, вставляла другие суставы. Проколола ее насквозь, да, вот, например, давайте сейчас сюда вот возьмем. И вот такая часть, а у меня же еще, девочки, в ноге она, да, вот она в ноге, и еще, представьте, насквозь. Короче, я вообще не могла их закрепить, абсолютно. И мне пришлось вот эту всю часть отрезать, вставлять другой сустав. И теперь я смогла закрепить. Поэтому обращайте внимание, если вы покупаете, чтобы вот эти ножки были длинные. Я здесь не знаю, сколько у меня здесь сантиметр, мне кажется, у меня здесь длина. Ну, длина, да, сейчас, подождите. Для плюшевой пряжи обязательно надо, чтобы вот эта ножка была длинная. Девочки, сантиметр она у меня. Это ножка. Ровно сантиметр. Ну, чуть больше. 12 миллиметров. А на другой ножке у меня 2 сантиметра. Это вот, на это обращайте внимание. Вот тут я сейчас вставила. 2 сантиметра идет в этот штырь. Он длиннее. Как говорится, Лена, как всегда, любит поэкспериментировать, а потом делает себе двойную работу. Еще что я заметила, что я посадила суставы так, что у меня ноги смотрят вот туда, вот так вот. Да ничего страшного. Они у меня обычно так всегда смотрят, а в этот раз у меня вот так смотрят. Ну, пусть он у меня отличается от того. Итак, значит, провязываем еще 4 ряда, которые мы должны провязать 30 столбиков. Это значит, мы сейчас провязываем 2 ряда бежевой, 1 ряд черный и 1 ряд бежевый.
да? Чтобы у нас вот 3 ряда бежевых получилось. Повторяю, 2 ряда бежевый, 1 ряд черный и 1 ряд бежевый.